Подводим итоги по всем важным вещам. 2022 год дал повод как порадоваться, так и погрустить. Но больше порадоваться. В этом видео будут разговоры только за игры, которые по тем или иным причинам не попали в топ-10. У этих будет отдельное видео. Иначе говоря, здесь как про достойных, так и недостойных игр за этот год. Начнем с кое-чего среднего. С того, во что так и не довелось поиграть, но очень хотелось, просто по тем или иным причинам не вышло, и у них был бы хороший шанс попасть в топ-10. God of War Ragnarok. Все опирается в тот факт, что мой выбор был невелик: или бери на PS4, или иди покупай PS5 для лучшей версии, или жди порта на ПК. Я выбрал последнее, самый компромиссный вариант, минус которого по сути только ожидание. В остальном, уверен, Ragnarok — это более отработанная версия первой попытки в мягкий перезапуск и достойна внимания каждого, и одна из тех редких AAA игр, которая оправдывает свой статус. Просто не в этот раз. Valkyria Elysium. Видимо, в этом году не задалось у меня попробовать именно игры скандинавской мифологии, несмотря на большое на то желание. Тут уже снова неприятный момент: брать так себе худшую версию под PS4 или попытаться обойти региональные ограничения на ПК. Поиграв в демку, сразу видно руку талантливых людей из Soleil, что некогда делали замечательную Ninja Gaiden 1 и 2 на Xbox. Да, видно, игра не самых больших бюджетов, но редко кто умеет нынче делать реальные экшен-игры, поэтому рад каждой их попытке сделать что-то толковое. Ждут также от них Wanted Dead, который уже должен быть в феврале этого года. Live Alive. Вот уж точно лажа чисто на мне. Очень многие люди, за которыми я следую тут на ютубе, вдрызг захвалили этот ремейк старенькой игрульки, которой только сейчас официально удалось выйти за пределами Японии. Но когда был вариант взять игру на Switch с долгим ожиданием, то я решил кинуть деньги в более дорогостоящую игру и прогадал. О ней позже. Также меня подтолкнул к этому выбору тот факт, что Live Alive, скорее всего, получит порт, как типичный временный эксклюзив Square Enix, а другая игра, которую я выбрал, однозначно не вышла бы за пределами Nintendo платформ. Движемся дальше. Соник удивительный малый. Когда дело доходит до его истории, уже, казалось бы, мало что может выручить синего ежа. Но в этом году как только он себя не показал, и как минимум он нигде не облажался. В этом году у Соника вышел фильм, сериал, полноценная игра и даже клон. Эти вещи, конечно же, не без греха все, но если начинать с конца, то фильм здесь самый неоднозначный. Полно ненужных сцен с живыми актерами. На мой взгляд, как только они отрекутся окончательно от всех людей, кроме Эгмана в исполнении Джима Керри, они добьются настоящего успеха, поскольку покуда дело касается персонажей игр, у фильма все схвачено и сделано с любовью и достоинством. Сериал Sonic Prime почти что отличный, хорошо акцентирован на персонажах, динамичный и интригующий. На удивление хорошо анимирован, чего не ждешь от 3D мультсериала на Netflix, покуда это не Arcane. Единственное, что заметно, это его обрывочность. Изначально планировалось, что будут сделаны сразу все 24 серии и их выставят разом, но со временем разбили на 3 сезона по 8 серий, и это чувствуется. Sonic Frontiers наконец решил дать Сонику дышать полной грудью и дать ему простор для бега, и вышло на удивление достойно. Проблемы по большей части для меня в мелочах. А это лучшее, что можно сказать о большинстве сониковских игр за последние 15 лет. Если они и правда доработают формулу в следующий раз, то нас реально может ожидать полноценный шедевр. А так как у нас на руках зрелищный платформер с отличным по темпам и боями и наконец-таки с вменяемыми сценариями персонажами, на которых приятно смотреть. Осталось доработать вторичные активности и техническую часть, а главное перестать форсировать 2D геймплей, когда игра акцентирована на 3D. А еще у Соника в этом году вышел отличнейший клон, что превосходит многие 2D игры самого Соника, но об этой игре уже потом. Так что если вы фанат Соника, то 2022 год был для вас одним из лучших. Давно не было столько огромного количества событий за раз, и чтобы все они оказались на уровне. Главное не останавливаться и стремиться все дальше к новым вершинам. У меня неплохо получилось игнорить плохие игры в этом году. Или тут же их бросал, или просто обходил стороной очевидный смердящий кусок с подливой. Плюс, благо чаще всего, сигнал о том, что игра плоха, теперь переходит в перечень пиара этих же игр. Да, наша игра выходит, но вы слышали о нашем Day One DLC или Expansion Pass, где находится 30% отрубленного контента, а также знаменитые «Нашу игру можно пройти за 8 часов, но на самом деле в ней 500 часов контента». Ну и очевидные технические недостатки, которые даже в трейлерах не могут скрыть, потому что их игры настолько очевидно популярны, что они уже могут наплевать на любой контроль качества, ибо их все равно ждет неизбежная окупаемость. Поэтому, на удивление, чем дальше по времени, тем проще разглядеть тревожные звоночки будущей отвратительной игры.
Таким образом, большая часть игр, что угодила в эту секцию, это именно что игры, которые во многом оказались пустышками или сильно сдали, но все равно исполнены на достаточно компетентном уровне, чтобы не быть совсем уже безвылазным кошмаром. Хотя насчет одной игры я все же заберу слова назад. Eiyuden Chronicles Rising – приквел к Kickstarter игре, которая сама по себе являлась доп-целью сбора, дабы передать контекст к тому, что будет потом. Сама же игра ни капли не же RPG, а Metroidvania про 3 персонажей. И боже, вот это истинный кошмар. Анимации не ручные, а марионеточные, модели дергаются стрёмно. Ни капли не похоже на то, что обещают трейлеры главной игры. Сюжет кошмарный, темп игры отвратительный, локализация тоже звезд с неба не хватает, а значит за перевод более масштабной игры можно волноваться уже сейчас. И очевидно, все нутро у игры гнилое, банальная боевая система, которая удивит никого и челленджем тут тоже не пахнет. Куча бэктрекинга, обязательного гринда ресурсов и безумно скучных квестов, как по сюжетному исполнению, так и по геймплейному. В случае с Bloodstained мы получили отличную игру придаток, здесь же только антихайп-пилюля по отношению к самой Eiyuden Chronicles. Единственное, что уберегло от полного деления задней точки на атомы, является тот факт, что приквел Eiyuden был в Game Pass, ведь иначе я бы ее купил и пожалел втройне. Xenoblade Chronicles 3 – вот эта самая игра, которая перевела мое внимание от Live Alive. Несмотря на очевидные улучшения и исправления в отношении других частей, эта игра, к сожалению, делает недостаточно нового и еще дальше укореняет себя как соло-ММО. Сюжет игры напрочь вторичен, притом даже если мы исключим остальные игры жанра и возьмем только игры самой Monolith, притом каждый элемент теперь разбавлен водой или словно накачан транквилизаторами, и снова видна эта лишняя одержимость создания взаимосвязанной супер-мега-гипермасштабной саги взаимосвязанных игр, как это было со времен Xenogears, продолжилось Xenosaga, и я вижу теперь ту же самую неудачную попытку, как и первые 2 раза. Так что в итоге я был бы рад, если бы отдал предпочтение какой-нибудь другой игре, ибо Xenoblade 3 потребовал слишком много времени, чтобы рассказать очень мало нового и интересного. Сифу. А вот и волк в овечьей шкуре. Игра выглядит хорошо, стильно. Герой бьет, импакт от ударов не может не нравиться. Но проходит время, ты углубляешься в механики и происходит ужасное сознание. Эта игра сплошной фасад. Понимаете, вся эта восхваляемая система старения за провалы в геймплее – это очевидная система жизни, как в каком-нибудь Марио. Только вам выдается один большой запак этих жизней на всю игру сходу. И ваша цель – как можно больше экономить. И покуда система жизни постепенно уходит в закат, всесторонне будучи признанной устаревшей, Сифу вводит ее назад, под прикрытием седой бороды, и это вновь каким-то образом становится чем-то выдающимся. Мало того, что это просто система жизней, она восстанавливает вас тут же на месте, аки смерти и возрождения в Секиро. Вот только их дофига. Из-за чего игра, которая позиционирует себя как развлечение для увлеченных челленджем и одаренных скиллом, на самом деле оказывается задачей донести как можно больше жизни до следующего челленджа, чтобы тот перестал быть челленджем как таковым. Добавим к этому непрозрачную прокачку, где большинство приемов утаивают свой настоящий эффект или пользу, добавим боссов, которые полностью отменяют некоторые механики, ужасную камеру, которая больше хочет показать вам киношный ракурс, нежели нужный ракурс, и в итоге получаем пустышку, которая приятна исключительно на поверхностном уровне, где большинство игроков, как видно, и застряли после окончания Сифу, судя по всему. Можете называть меня старомодным, но я обожаю разбирать игровые механики игр, которые прохожу до конца. К сожалению, чем глубже я заходил в Сифу, тем больше разочарованным я выходил после каждой новой игровой сессии. Overwatch 2! Ха-ха! 2! Если вам нужен показатель того, насколько крупные фирмы в конец охренели, то прошу вашему вниманию Overwatch. Цифра 2 может означать что угодно, но точно не продолжение. Моя ставка, что 2 в названии – это стадия трупного разложения. Словно кто-то жахнул электричеством по уже бездыханному телу, но в итоге все, что мы имеем, это запах жареной плоти вместо живого организма. Да, это Blizzard, постепенно убивающий очередную свою знаменитую игру. Игра все еще хорошо ощущается, благодаря отличной основе, но даже так меня хватило ненадолго. А когда оказалось, что новая система прогрессии в 2 раза кошмарнее лутбоксов, а ради новых персонажей придется дрочить половину батл пасса, то я окончательно сбежал, чтобы никогда не вернуться. Кстати, о незаслуженных продолжениях. River City Girls 2. Мое последнее разочарование в году, к сожалению, отходит к одной из игр, что я ждал больше всего. River City Girls 2 делает по отношению к River City Girls 1 меньше, чем сделало дополнение Cuphead или любой нормальный аддон в каком-нибудь Borderlands. 2 новых персонажа, калька новых локаций и врагов. Все остальное наглый реюз и как можно больше воды.
Это микроскопические усилия для любого вида игры, рассчитывающие название сиквела. Этот проект лишен страсти, усилий, качества и любви. Даже рекордсмен по бегу на короткой дистанции не успеет пробежать пару метров, как вы уже закончите с пересчетом чего-то реально нового и стоящего в новой части по сравнению со старой. Добавим к этому технические обосрамсы, которые, небось, до сих пор не исправлены полностью, хотя, опять же, волшебным образом они не имели места быть в первой части, и картина бестолкового сиквела получает свой финальный штришок. Просто игры, которые были хороши, даже диво хороши порой, но просто не выдержали слишком плотной конкуренции с теми, кто будет в следующем видео по топ-10 играм за год. Все равно рекомендую к ознакомлению. Про Sonic Frontiers уже поговорили, но ему тут тоже было бы место, значит двигаем сразу дальше. High on Life – интересная попытка создать свой шутер с упором на передвижение вертикальной арены аки Halo или Doom Eternal, пропитанная юмором в стиле Джастина Ройланда, которого вы можете знать по Рику и Морти. Юмор, кстати, зашел мне здесь на ура, плюс он хорошо открещивается от Рика и Морти тем, что больше посвящен игровым условностям, но и чисто сериального формата шуток тут хватает, если начать искать. Плюс мне нравятся геймплейные задумки и шутеры именно такого стиля. Меня не устроило чувство стрельбы и импакт, что заметно омрачает опыт целиком от самого главного занятия игры. Плюс баланс пушек сильно страдает, хотя их всего и немного-то, и это должно быть их наименьшей проблемой, благо они тут хотя бы сильно разные. Delicious Last Course или DLC Cuphead не попадает в топ-10 банально за своего существования. Это все-таки DLC, зато какое, и его не стыдно упомянуть. Полностью новый играбельный персонаж с бесподобными анимациями, куча новых видов стрельбы и новый набор отлично отрисованных боссов. Стоит это DLC очень мало, особенно для того, что предлагает взамен. То же самое почти касается ремастера Tactics Ogre Reborn. Отличная классика, которую отрихтовали и сделали лучше, разве что графически могли выложиться покруче. Но в топ-10 она не попадает по той же причине, что и аддон Cuphead. Слишком уж сильная привязка к уже существующей игре, а значит тяжело назвать это реально отдельным проектом для 2022 года. На мой взгляд, только что-то вроде конкретного ремейка, который меняет почти все целиком, может претендовать на нечто большее, вроде ремейков Резика или Финалки. Stranger of Paradise FF Origins. А вот и главный трэш-бастер года. Неплохой геймплей, подкрепленный основой, стыбренной напрямую из Нио, встречает классовую систему финалок, и все пропитано нелепейшим до гениального сюжетом. Игра бы в легкую влетела в топ-10, если бы не ужасное техническое исполнение и не лут-система, которая превращает ваш инвентарь в помойку после первой же локации. Multiversus. Вот уж кто мог подсказать Overwatch, как делать фри-то-плейную игру. У игры очень приветливая для игроков система, примерно такая же, как в Лиге Легенд, даже менее задротливая. Можно спокойно накопить на любого персонажа, что интересует сейчас, а также копить на будущих. Притом вы всегда можете пробовать как перки, так и персонажа перед покупкой. А так это очень неплохой смэш-клон с акцентом боев 2 на 2. К сожалению, из-за необходимости использовать VPN, на полную игру не удалось опробовать. У игры огромнейший потенциал, и надеюсь, игра получит должную поддержку издателя, а то видно, что горючее уже немного на исходе, и обновления все реже и реже. Черепахи-ниндзя, месть Шреддера, клевый музон, неплохой экшен, в целом качественное исполнение, немного не хватило глубины и боссы были, уж очень однообразные. А так тяжело найти лучшее развлечение для компании друзей, чтобы поностальгировать по черепахам. Самые ожидаемые. 2023 год в перспективе обещает много интересного, но я попытаюсь пройти по главным. Самый большой проект для меня — это Armored Core 6. Я очень кайфовал по Armored Core играм еще до прихода соусов и не поверил глазам и ушам, когда они наконец анонсировали продолжение. Armored Core как франшиза для меня была и является лучшей игрой про мехов, то бишь роботов, в которых достаточно глубины кастомайза и боев, но при этом не настолько душно, чтобы пересечь грань и удариться в симуляторы. И раз игра выходит уже в 2023 году, значит у них уже давно многое готово, и в любой момент они выставят на показ геймплей. Сил нет, хочу посмотреть на новое поколение коров. Самая моя ожидаемая игра в 2023 году. Но рано останавливаться. Final Fantasy 16 грядет уже ближайшим летом. Выглядит хорошо, делается людьми, что шарят за финалку. Жаль, конечно, что первоочередная платформа — это та, на которую у меня пока ровно никаких планов, а ПК-порта ждать полгода, если не больше. Но, наконец, наклон к темному фэнтези с кровью и интригами, акцент на финалочных традиционных ценностях, геймплей под DMC, а если уж делать экшен, то как в DMC.
Все звучит даже слишком хорошо, а выглядит и того лучше. Resident Evil 4 Remake. Единственный резик, который мне действительно понравился в свое время, и после неутешительных отзывов фанатов о ремейке тройки я уже начал было беспокоиться. Но пока, судя по трейлеру и заверениям Capcom, все хорошее останется, и заодно у них будет шанс вырезать то плохое, что было в оригинале. И тогда может получиться тот самый Resident Evil 4 мечты. Поэтому я буду беливить, хоть и опасливо. Sea of Stars, RPG под Chrono Trigger от создателей Messenger. Прозвучит банально, но игра тупо выглядит многообещающе, как никакая другая инди-RPG. Иначе говоря, очередной идеальный микс авторитетных людей, отличного источника вдохновения и внушающего трейлера в придачу. Надеюсь, выгорит. И на этом все. В заключение скажу, что если каких-то игр не оказалось здесь, но и не будет в топ-10, то значит это пройденные игры, которые не оставили достаточно хороших впечатлений, но и не были достаточно плохи, чтобы оставить отрицательный след до конца года, и я просто о них забыл. Опять же, я считаю, что избегать стоит не только плохих игр, но и тех, что вы точно знаете вам не понравятся. Поэтому многие вроде и крепко скрепленные проекты были пропущены. Такими проектами являются игры вроде Stray и Plague Tale, а также ужастики, стратегии, спортивные игры и прочее. Подобные игры носят свои прелести на поверхности, и по ним сразу понятно, твое это или нет. А чего даже пройдя их, мне бы вряд ли удалось дать им место в любой из этих секций. К чему примерно и относится As Dusk Falls, который я хоть и прошел, но по заключению года мысли о ней 0. Поэтому впереди остается видео по топ-10, там и увидимся.